Рад вас видеть после обеда. Попытаюсь вас немножко взбодрить. Говорить будем о мотивации в софтверных командах. Тема очень животрепещущая, несколько докладов я прослушал сегодня. Практически в каждом из них она поднимается. Мы все понимаем, что для того, чтобы программистов, а я так понимаю, здесь большинство менеджеров присутствует, для того, чтобы программистов заставить делать то, что хочет проект, я не побоюсь слова заставить, нам необходимо как-то организовать их мотивацию, надо, чтобы они этого сами хотели. И учитывая сегодняшнюю мотивацию, сегодняшнюю ситуацию на рынке, где программистов меньше, чем задач, естественно, нужно сделать так, чтобы эти оставшиеся программисты с этими огромным количеством задач по собственной воле хотели справляться. Как именно их мотивировать, существует масса способов, я расскажу о тех способах, как их демотивировать. Ну и вы сделаете для себя вывод, какие из них вы употребляете, вы используете на практике, какие, может быть, стоит прекратить. Используется всего их 7, я постараюсь быть кратким, чтобы оставилось время на вопросы. Пункт первый. C-players. Именно на русском слабые сотрудники. Есть такая известная книга известного специалиста в области менеджмента, Джек Уэлш его зовут, он был многие годы директором General Electric, и он написал эту книгу. Единственный тот важный момент, который я из этой книги для себя вынес, не единственный, а один из, то, что он предлагает разделять сотрудников на 3 категории. Вообще в любом проекте. A, B и C player. Возможно, кто-то из вас слышал это деление, оно для меня, я узнал его много лет назад, оно для меня постоянно является такой идеей, на которую я обращаю внимание. Они делятся на 3 категории. A-player — это те люди, которые мотивированы, хотят работать, у них большое стремление, и они наиболее сложные, наиболее трудные задачи решают максимально эффективно. Это люди, лучшие люди в команде. Их обычно 20% по его оценке. B-player — это 70% людей, которым все равно вообще. Они как-то работают, они в основном делают за зарплату. У них главная идея — это прийти в офис, главная задача — прийти в офис, отсидеть до конца месяца, получить зарплату, на этом закончить. Это основная масса сотрудников, которая ничего не определилась, им двинуться в сторону A, у них есть шанс перейти в группу A, либо перейти в группу C. C — это 10% по его оценке, это люди, которым ничего не надо, им не интересно, они не хотят, не умеют. Это тот материал, который, по его мнению, это цитата, от них нужно избавляться. Вот я считаю, теперь я добавлю свою мысль к тому, что сказал Джек Уэлш, я считаю, что неспособность менеджера вовремя найти этих C-плееров и избавиться от них, вовремя наказать недостаточную производительность, вовремя пресечь недостаточную мотивацию или недостаточное качество работы, свидетельствует, сильно демотивирует A-плееров. То есть люди, которые стремятся, которым важно, которые хотят в этой команде достичь большего, они не мотивированы работать с менеджером, который не умеет наказывать тех, кто не умеет работать. Вот такой вот первый шаг, первый демотивационный инструмент. Если вы хотите демотивировать свою команду, относитесь к людям равно, как одинаково. То есть пытайтесь уравняться. Если в вашей команде все равны, если в вашей команде все одинаково хорошо работают, то вы таким образом демотивируете лучших сотрудников, они от вас будут уходить, у вас, скорее всего, останутся B-плееры, немножко C, наверное, C тоже останутся, B-плееры останутся, и команда идти вперед так эффективно, как она могла бы, не сможет. Вот такая первая проблема. Проблема номер 2. Скрытые риски. Даже не скрытые, а скрываемые. Еще одна цитата из древнего китайского специалиста в области ведения войны. Засчитана таким образом, смысл ее в том, что правильно организованный менеджмент, правильно организованная команда — это та команда, в которой информация о том, что происходит от исполнителей, без проблем попадает на верхний уровень управления. То есть менеджер всегда знает о том, что происходит в его команде, что происходит, какова реальность, в которой эта команда работает. И второе, это проблемы, которые заботят верхний менеджмент, которые заботят менеджера. Они известны людям, которые выполняют задачи. То есть трудности, с которыми мы потенциально можем столкнуться, риски потерять заказчика, риски потерять бюджет, риски потерять примитивно деньги на выплату зарплаты, потенциальные угрозы со стороны конкурентов. Об этом всем традиционно менеджмент замалчивает, традиционно пытаясь скрыть эти проблемы от исполнителей, думая, что мы таким образом их оберегаем, чтобы они не волновались, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они работали и как бы не испытывали никаких проблем. На самом деле это их очень сильно демотивирует.
Сотрудник, который работает с менеджером, который от него скрывает глобальные проблемы, это сотрудник, он будет не заинтересован, ему будет неинтересно, он не будет чувствовать, что он находится в этой команде, он не будет чувствовать себя частью этой команды, потому что от него скрываются проблемы более высокого уровня. То есть как только у вас заказчик, например, это типичный случай, когда заказчик недоволен и угрожает, например, прекратить оплату проекта, об этом сотрудники не знают, об этом программисты не знают. Программисты знают, что у них будет зарплата в конце месяца, они приходят, они счастливы, и только где-то там в туалете они между собой могут перекинуться словами и сказать: ты знаешь, я слышал разговор тут по телефону, и очень вероятно, что у нас это все закончится через месяц. Как-то тихо друг другу полушепотом. Такого не должно быть. А проблемы, которые ждет нас всех, о проблемах, которые глобальные, менеджмент должен сообщать своему персоналу, для того, чтобы их не демотивировать. Вот такой второй пункт. Я так иду от более простых к более сложных. Более сложных будут чуть более серьезных. Такими способами так слегка демотивируете. Пункт третий. Вопросы в конце. Трусливый менеджер. Я думаю, здесь нет трусливых менеджеров, но тем не менее. Менеджер, на мой взгляд, хороший менеджер, который хочет, чтобы его команда была мотивирована, он не боится брать на себя ответственность за ошибки этой команды. Есть такой принцип в менеджменте, который говорит о том, что успехи команды — это общие успехи, а поражения — это мои поражения, если я менеджер. То есть я как менеджер должен транслировать на команду такую философию, что если у нас у всех получилось, то это наша общая заслуга. Если у нас не получилось, то виноват я. То есть менеджер должен брать на себя ответственность за ошибки. Также можно руководствоваться другой фразой, известная фраза Наполеона: у нас нет плохих солдат, есть плохие командиры. Хороший менеджер — это тот менеджер, который не боится открыто заявлять о том, что да, действительно, я вами руководил, как Жванецкий говорил, я вами руководил, я отвечу за все. Вот эта фраза, она в большинстве случаев менеджменту неловко ему это признать. И менеджер трусит, боится, и ошибки, которые возникают, вот такие глобальные проблемы, которые возникают у команды, он их пытается либо не брать на себя вообще, либо найти козла отпущения, на кого эту ошибку переложить. Это сильно демотивирует, потому что команда тогда вообще не понимает, зачем ей менеджер. То есть какая функция этого человека, какая функция этой персоны, которая, по идее, должна связывать их с внешним миром, какой смысл имеет этого человека, если он при возникновении трудностей, он самоустраняется, и мы оказываемся лицом к лицу с внешней угрозой, например, с потерей заказчика, или, например, с потерей бюджета или еще чего-то. Поэтому, на мой взгляд, как бы это ни звучало, на мой взгляд, храбрый менеджер, но пускай он глупый, это лучше, чем он будет умный, но он трусливый. То есть менеджер, если он храбрый, даже пускай он не очень хорошо понимает в менеджменте, пускай он не очень правильно этой командой руководит, пускай он что-то забывает, пускай он что-то теряет, но если он всегда готов грузию на амбразуру и закрыть эту команду от внешней угрозы, приняв на себя ответственность, даже путем, например, увольнения или путем каких-то личных санкций персональных, то это менеджер сильно команду мотивирует, потому что команда тогда чувствует себя защищенной. Как я предыдущий сказал, он дает им информацию о том, какие угрозы ожидаются, они понимают, что какие-то угрозы есть, они хотят ему помочь, они понимают, что у них есть возможность помочь, их просто больше, у них в руках компьютер, он программировать не умеет, они умеют. То есть они ему готовы помочь. При этом понимая, что если мы все провалимся, то уволят его. Это прекрасно, это хорошая, правильная мотивация для команды, какой находиться в такой позиции. Четвертое. Групповая ответственность. Вот мы здесь и на Agile конференции, и я понимаю, что Agile нас всех учит, что групповая ответственность это хорошо, а индивидуальная ответственность это плохо. Поправьте меня, если я неправильно понимаю Agile, но так я слышал от многих коучеров, от этих тренеров, Agile тренеров, о том, что мы группой должны быть ответственны за результат. Это на наш успех, это за провал тоже группа, за успех тоже группа. То есть мы должны все время делать все вместе, задачи должны ставиться на коллектив, за спринт несет ответственность вся команда. Вот это вот вся вместе групповая ответственность. Вся эта терминология, на мой взгляд, она хорошая, этих A-плееров, она демотивирует. Она делает так, что людям работать становится неинтересно, если они все вместе заодно, и задачи всегда размыты, задачи всегда размазаны по общему коллективу. Есть такой эффект Рингельмана, я хотел вам о нем рассказать. Был такой более 100 лет назад, был такой
ученый, не ученый, Макс Рингельман, который провел ряд опытов. Кто-то, может быть, слышал об этом, тем не менее расскажу. Провел ряд опытов для определения, как нам, людям, лучше работать в команде или индивидуально. Опыты были такие. Одного человека просят поднять с земли максимальное количество веса, которое может поднять. Один, например, поднимает 100 килограмм. И второго просят поднять максимальное количество. Он поднимает 80 килограмм. Потом этот вес складывается. По идее, наши ожидания таково, что они поднимут вместе 180 килограмм. Однако большое количество опыта с разными людьми, с разными весами показало, что в том случае, когда этих людей двое, эта сумма веса, которую они могут поднять, снижается там порядка на 10%. Если их трое, то на 15%. Если их четверо, то на 20%. То есть чем больше людей мы вовлекаем в эту задачу, тем меньше общей суммарный вес они могут поднять. Почитайте на Википедии, это очень интересный такой эксперимент, очень интересный, в общем-то, фактический материал. Это факты, это не домыслы, это фактически. Вы можете попробовать сами. Я даже на одной конференции 1,5 года назад мы попробовали провести, у нас такой был небольшой воркшоп, мы попробовали повторить этот эксперимент. У нас было 2 команды, в каждой было по 5 человек и волонтеров всего. И мы вот этим двум, я дал одинаковые задания этим двум группам из 5 человек. 5 или 6, там, такие небольшие группы. Задание было очень простое, нужно было из английского слова, это в Германии было из английского слова, им дали одинаково, я дал 2 одинаковых английских слова, достаточно длинных. Нужно было из каждого слова придумать максимальное количество слов, в которые входят те буквы, которые в оригинальном слове учат. Я не знаю, как эта игра называется, наверное, есть какое-то название для нее, но вы поняли, как это происходит, да? И вот они разошлись в разным комнатам. В одной комнате была группа людей, которые вместе это делали. А в другой комнате они разошлись индивидуально. Эти 5 человек, у каждого из них был лист, и каждый придумал эти слова. А потом мы сложили их вместе. Мы собрали все слова из первой группы, все слова из второй группы. И оказалось, что те люди, которые работали вместе, придумали меньше слов. То есть люди, которые индивидуально работали, каждый думал над своей задачей, каждый старался придумать как можно больше слов, потом суммарный результат мы сложили, и получилось, там не супер большое преувеличение, но именно те проценты мы получили, которые получил Макс Рингельман. Я сделал это всего лишь один раз, конечно, нельзя на одном эксперименте делать какие-то выводы, но он сделал это много раз. И на Википедии объясняются причины этого, почему наша производительность падает, когда мы работаем в группе. Там их несколько, там причин может даже десятки, большой список. Ну, естественно, очевидно, самый первый, самый очевидный, каждый полагается на соседа. То есть, поднимая этот вес 180 килограмм, каждый из нас не выкладывается по полной, потому что с нами находится рядом другой человек, и мы естественным образом, это такие мы люди все по природе. Не значит, что есть люди плохие или хорошие, те, которые выкладываются, те, которые не выкладываются. Это просто природа человека. Мы, естественно, будем поднимать меньше, потому что мы понимаем, что рядом с нами работают люди. Вы понимаете, что это все можно перевести на программистов, на разработку программного обеспечения. То есть первая причина мы перекладываем на другого. Вторая там причина, я все их не помню, но вторая, по-моему, заключается в том, что мы не хотим, я не помню, посмотрите сами, мы не хотим брать ответственность, потом мы хотим брать ответственность, там целый список разных вариантов, мы не знаем точно, почему это происходит. Естественно, это все наши домыслы, это антропологи, пускай отвечают на эти вопросы. Мы знаем факты, мы действительно достигаем меньшего результата, если работаем в команде. Поэтому я считаю, что эта идея, этот эффект Рингельмана, он противоречит тому, чему нас учит Agile. Выдача задачи на группу и размытие ответственности среди группы людей, вместо того, чтобы выдавать им персональные и индивидуальные задания, и поощрять и наказывать за персональные и индивидуальные задания, она противоречит тем фактам, о которых мы знаем о людях, о нас, как умных животных. Поэтому, если мы хотим демотивировать команду, если мы хотим, чтобы они работали с меньшим запалом, с меньшим интересом, мы должны сделать так, чтобы каждая задача звучала так. Вы должны сделать вот это в таком-то числе. А потом вы это не сделали, или вы это сделали. Это людей демотивирует. Если мы будем говорить, ты сделать должен это тогда-то, а ты должен сделать это тогда-то, и ты за это получишь что-то, а ты за это не получишь что-то, таким образом, пускай это может звучить более жестко, пускай это может звучить более нетрадиционно для вас, если вы к этому не привыкли, но попробуйте. Используя такой личный и точечную передачу ответственности, вы получите значительно большую мотивацию от тех людей, которые эти задачи выполняют. Вопросы потом. Пункт 5. Это... И тут еще такая картина.
Нет, стоп. Значит, наверное, понятно, о чем идет речь, да? Это типичная такая болезнь новеньких менеджеров, в основном. Молодых менеджеров – это купить много книг о менеджменте, прочитать их все, и команде своей много рассказывать о том, какое у нас ждет будущее, какие у нас большие цели, написать миссию, желательно на стене фломастером, рассказать видение покорения мира и достижения мирового господства. И часто это делать. Нам кажется, что мы таким образом мотивируем людей. Нам кажется, что если они будут слышать эти лекции о Стиве Джобсе, если слышать они будут эти мотивационные спичи, то, наверное, у них поднимется мотивация, наверное, они станут с интересом, с большим интересом работать, потому что они увидят большую цель, они будут знать, что у них будет, что у нашего проекта будет не 22 загрузки в день на Apple Store, а 22 миллиона. И это случится очень скоро. Они будут слышать о том, что мы получим огромные инвестиции, что у нас будет большой офис. То есть большие цели мы будем эти цели оглашать. Естественно, они будут на эти цели обращать внимание, и их запал, и их интерес к работе будет увеличиваться. На самом деле все происходит с точки наоборот. Чем больше этих спичей, чем больше больших громких слов произносятся перед простыми исполнителями простых задач, тем меньше у них мотивация. Они понимают, они чувствуют, что им врут. Они чувствуют, что им вместо того, чтобы давать правильный менеджмент, вместо того, чтобы ставить правильные задачи, вместо того, чтобы правильно платить, вместо того, чтобы организовывать их мотивацию объективно, корректно и четко, вместо этого им дают размытые такие облачные декларации, на которые они должны смотреть, как в ту сторону они должны двигаться, но в практическом смысле менеджмент хромает. То есть хороший менеджер, он не называет себя большими словами, он не дает команде весь этот шум, он занимается практическими результатами. Человек будет мотивирован, когда у него вчера было $100 зарплата, грубо говоря, а завтра 120. Вот это его мотивирует. И он понимает, как он от $100 перейдет к 120. Ему цели величиной в миллиард не интересны. Я говорю о людях, с которыми мы работаем ежедневно. Я говорю о программистах, об архитекторах, о тестерах. Я в том числе являюсь программистом, я работал в многих командах и помню, как это происходило. Я помню, что эти огромные цели вызывают только улыбку, усмешку и не ведут к повышению мотивации меня как программиста. Меня как программиста мотивирует адекватный, грамотный, на английском называется down to earth, то есть человек, который находится на земле, человек, который стоит двумя ногами на земле, понимает, какие у нас задачи стоят через месяц, через 2 недели, через 3 недели, как нам к этим задачам прийти и как нас организовать, чтобы к этим задачам добраться. Поэтому, в качестве иллюстрации покажу такой слайд. Мне просто нравится этот твит, он достаточно старый. Кто такой Ян Кум, знаете, кто автор этого твита? Это создатель, он наш из Украины парень. Да, он создатель WhatsApp. Он давно эмигрировал в Калифорнию, он создатель WhatsApp, он создал WhatsApp, он на самом деле программист. Он работал программистом там 10 лет там, в Yahoo он работал, по-моему, еще где-то. Он работал программистом, потом он создал мобильное приложение, которое стало популярным. По каким-то причинам. Трудно назвать вообще по каким причинам именно это приложение стало популярным. Почему именно WhatsApp используют. Но тем не менее это случилось. И он тут пишет такой текст, что если вы еще раз назовете меня предпринимателем, предпринимателем на английском, то я, значит, вас ударю. То есть его не интересуют эти громкие слова. Он не интерпренер, не пытался создать что-то большое. У него не было каких-то огромных целей. Он просто программист, который выполнил конкретную задачу. Ему нужно было сделать инструмент для общения между большим числом людей не через смс, а способом, который дешевый. Он задачу выполнил. То есть он не хочет, чтобы его называли предпринимателем, он не хочет, чтобы его называли вторым Стивом Джобсом. Он хочет решать конкретные прямые задачи. Я думаю, что он именно это имел за виду. Я другого смысла не вижу в этом твите, мне кажется, что речь идет именно об этом. О том, что люди приклеивают ложные лозунги на те события, на которых их не было. Он не был предпринимателем, он ничего не предпринимал. Он решал простую, понятную задачу. Нужно сделать так, чтобы человек А разговаривал с человеком Б через континенты бесплатно. Давайте эту задачу решать. Точно так же должен действовать правильный менеджер. Он должен не миссию компании, не миссию проекта фломастером на стеклянной двери рисовать и этим заниматься. Он должен заниматься тем, чтобы конкретные программисты получали больше денег в этом проекте. Быстрее писали код, чтобы код был качественный. Вот эти задачи на них нужно фокусироваться. Поэтому, если мы хотим демотивировать нашу команду, мы должны прочитать много лекций, мы должны с ними провести много, не знаю, что тренингов не буду говорить, потому что тренинги это полезная вещь, но мы должны называть их Agile Team, у нас Scrum Team, у нас какая-то еще Team. Я предлагаю все эти лозунги
ну, оставить, пускай менеджер должен знать, он купил книжку, он прочитал, он понимает, чем отличается там скрам от канбана, он должен это знать. Но команде это, в общем-то, не так принципиально. Команде нужны простые, понятные методы управления, которые менеджер должен им принести. А все эти громкие слова оставить для себя. Пункт 6, у нас еще 2 слова. Пока все понятно. Надеюсь, будут вопросы. Дни рождения. Дни рождения и прочие праздники. И теперь иллюстрация. Где-то уже на конференции был доклад, как-то похоже, где-то упоминалось о том, что не в смузи единым жил программист, и невозможно, не то, что невозможно правильно замотивировать, а очень хорошо можно демотивировать команду, если давайте в качестве мотивационных инструментов такие вещи, как коллективные дни рождения, тимбилдинги всевозможные, инструменты по повышению тим-спирита, я думаю, знаете такие слова. Вот эти все смузи, кофейные аппараты, теннисные столы и все остальное. Все это инструменты по обману своей команды. Если вы как менеджер хотите ее обмануть и хотите дать ей то, хотите, чтобы она лучше работала, но не знаете как, вы ей купите теннисный стол. Вот так. Хороший менеджер, ему не нужен теннисный стол для того, чтобы команду правильно организовать. Ему нужны другие инструменты для этого. Ему нужно, например, уволить C-плееров. Это трудно. Это значительно труднее, чем купить теннисный стол. Для этого нужно разобраться, кто у нас C, кто у нас A. Для этого нужно провести с ними собеседование. Для этого нужно придумать, как их уволить, по каким критериям. Это трудно. Для того, чтобы, например, о чем мы еще говорили до этого, для того, чтобы организовать индивидуальную ответственность, это тоже трудно. Значительно проще сказать: ребята, посадите всех перед собой, 10 человек, сказать: ребята, давайте. И скажут: давайте, и пойдут работать. Это не сложно. Я вам куплю теннисный стол, только давайте. Ну хорошо, даем. Это просто, так сделать любой. Для этого не нужно быть project менеджером, не просто менеджер. Для этого не нужно никакое образование, не нужны все эти книжки, которые там продаются. Для этого нужно просто достаточно много эмпатии и там пару сотен долларов на теннисный стол. Хороший менеджер действует иначе. Хороший менеджер разбирается, а как мне сделать так, чтобы я мог организовать индивидуальную ответственность в этой команде. Как мне сделать так, чтобы эта большая задача могла быть разбита на 15 маленьких, и 15 человек получили по одной задаче. Это трудно. А он не знает, как это сделать. Он раньше был, как мне один писал недавно, у меня муж был раньше массажистом, сейчас он программист, подскажите, как нам, значит, там, как развивать эту карьеру. То есть у многих просто ситуация именно такая, да, он сначала массажист, потом он project менеджер. Я не против массажистов, я к тому, что нужно из массажиста в project менеджера трансформация происходит не за день. Недостаточно просто быть человеком с большим сердцем, для того, чтобы быть хорошим project менеджером. Нужно еще и знать предмет. То есть нужно действительно разобраться, как нам именно разбить эту задачу на 15 подзадач. И для этого недостаточно быть просто, ну, как вот, эмпатии мало. Я не против эмпатии, она, безусловно, поможет, но дело здесь не в этом. А многие решают проблему менеджмента через большой такой овердоуз этой эмпатии. То есть побольше смузи, и в общем-то все будет хорошо. Потому что, ну как они могут не выполнить задачу, если мы их так вкусно накормили? Мы их так кормим, у них все есть, у них теплый офис, мы так стараемся. Ну, на чувстве вины оно потянет какое-то время, да, но в целом это приведет к демотивации. A-плееры уйдут точно. Если вы ориентированы на B-плееров и C-плееров, то вот смузи это ваш вариант. Если же вам интересно, чтобы в команде оставались A-плееры, то им наплевать на эти смузи и на теннисные столы. Им совершенно это не нужно. У них совершенно другие objectives, у них совершенно другие вещи интересны. Поэтому лучше, если этих смузи не будет вообще. Вот я о чем. То есть лучше, если команда будет праздновать не дни рождения сотрудников, и не Новый год, и не 8 марта, а реальные какие-то достижения команды. То есть праздник в команде должен быть тогда, когда у нас есть объективные достижения, объективные результаты. У нас новый клиент, или мы закрыли milestone, или у нас есть, я не знаю, задеплоили мы наконец это все, и сервер поднялся. То есть есть какие-то вещи, которые мы вместе достигли, хотя слово «вместе» мы уже говорили, не очень хорошее слово. То есть лучше всего праздновать индивидуальные успехи. Вот, допустим, вот там, Маша, например, наконец-то это все задеплоил. Прекрасно, у нее не получалось, наконец-то она это сделала. А вот там Петя, наконец-то он эту фичу реализовал, мы ее отдали заказчику, она в итоге попала в продаж. Вот такие вещи нужно праздновать. А когда празднуются дни рождения 8 марта, опять же, это хороший способ показать команде, что менеджмент не понимает и не умеет индивидуально, грамотно поощрять и наказывать. А качество менеджмента
характеризуется именно этим, способностью наказать и поощрить и наказать. Наказать и поощрить. Способность. Это трудно, труднее всего сделать. Труднее всего сделать так, чтобы эти поощрения и наказания были объективны. Не крик и не истерики, как делают многие менеджеры в офисе, когда просто все плохо или просто все хорошо. Это истеричный менеджмент, он совершенно неприменим, он точно демотивирует. Я его даже здесь не включил в этот список. Но правильный менеджмент, он умеет систему поощрения и наказаний, кнута и пряника, назовите это как угодно. На этом строится вся идея управления людьми. Это поощрение и наказание. Мы управляем программистами. Безусловно, у нас поощрения и наказания должны быть уровня повыше, чем они были там в Древней Греции. То есть мы, к сожалению, их вешать не можем. Но мы можем делать что-то. Мы можем делать что-то другое, да. Поэтому нам нужны новые инструменты поощрения, новые инструменты наказания. Грамотный менеджмент занимается этим. Он разрабатывает систему постоянно. Менеджер занимается этим. Постоянно разрабатывает и думает над тем, как сделать так, чтобы моя команда работала в такой системе поощрения и наказания, которую я создал как менеджер, чтобы эта команда была очень мотивирована. И чтобы они приходили в офис и четко понимали, что нужно сделать, какие там 17 шагов нужно пройти, чтобы получить там добавку, я не знаю, зарплаты, или получить там такой-то денежный приз, или попасть на какой-то новый уровень, или стать из просто программиста синьор программиста. Что им нужно сделать? Он должен четко понимать этот четкий набор шагов. Или он или она точно так же должны понимать эти 17 шагов, после которых его уволят или ее. Вот прозрачность для системы — это то, над чем должен работать качественный project менеджер. К сожалению, это не происходит, мы работаем над вот этим. Мы работаем над смузи, мы работаем над днями рождения, мы работаем над всем тем, над чем умеем. Это просто свидетельство о неграмотности, неквалифицированности, непрофессионализме менеджера. Если в офисе присутствуют постоянно такие праздники, ни к чему не привязаны. Ну и все, последний пункт, я заканчиваю. Закрытые двери. Это, наверное, самая большая проблема, которая демотивирует команду. Речь идет о неспособности менеджера, это могут реально единицы, неспособности менеджера обсуждать проблемы со своим персоналом, проблемы производительности, проблемы качества, проблемы мотивации при открытых дверях. В основном это берем сотрудника, отводим его в комнату, закрываем дверь, и там у нас индивидуальное интервью с менеджером. И там мы его спрашиваем, что тебя беспокоит, не хочешь ли ты уволиться, а не хочешь ли ты наоборот чего-то, а он говорит, да я хотел бы больше зарплату, потому-то и потому-то. И там вот это все это обсуждение. Мы боимся открыть дверь. Мы боимся обсуждать, например, зарплату со всей командой. Менеджер боится. Почему? Потому что менеджер не профессионал, потому что менеджер не может построить в этой команде понятные, четкие правила, по которым эти люди работают. Он не может сказать, что, ребята, мы получаем, вот каждый из вас получает такую-то сумму денег, потому что. У него нет способности сказать. Во-первых, он просто не знает, почему они получают такие деньги. В большинстве случаев они просто так хотят, и менеджмент просто соглашается. У него нет никакой системы, по которой он принимает это решение. У него нет никакой системы, по которой он знает, кого он из них будет увольнять первым. Эта система нигде не написана. Ни в одном офисе вы не встретите на доске список правил, по которым мы увольняем. А это должно быть. То есть сотрудник должен понимать, в какой системе он работает, по каким законам он работает. Эти законы должны быть прописаны. Они должны быть очень понятные и простые. В современных менеджерах, в современных командах закон один я решаю. То есть я как project менеджер, я решу, когда тебя уволить, когда нет. Поэтому нужно закрыть двери, поэтому вся работа строится не на пользу проекту, а на пользу, на удовлетворение этого конкретного проекта. Команда работает не ради цели проекта, а ради того, чтобы удержаться в этом офисе и не быть уволенным этим вот диктатором проекта. Какой бы он прекрасный ни был, сколько бы он нам смузи не купил, но это все равно факт. Большинство команд, в 99% случаев, команда работает, все члены команды работают, их единственная задача сделать так, чтобы этот человек, который принимает решение об увольнении, это решение не принимает. Хороший менеджмент действует по-другому. И если происходит такая ситуация, и это происходит везде, если менеджмент не может построить правила, не может сделать так, чтобы было понятно, как мы работаем, эти правила строятся сами. Эти правила строятся мы, как группа животных, так или иначе, выстраиваем при общении, при попадении в группу, у нас так или иначе появляются правила взаимодействия. Кто-то становится главным, кто-то становится подчиненным, кто-то принимает решение, кого-то слушает, кого-то нет, кто-то кричит громче, того больше слушает, кто-то ругается сильнее, того больше обращает внимание.
То есть правила, которые появляются в этой команде, они безусловно, они неизбежно появятся. Команда сама по себе органически эти правила выработает, но будут они не такие красивые, как они были бы, если бы их выработал менеджер. Последний мой слайд, я вот 4 фильма вам порекомендую посмотреть. В каждом из этих фильмов так или иначе показано, что происходит с группой людей, если ее оставить без менеджмента и дать ей возможность самой создать правила своей собственной жизни. Посмотрите, все 4 интересно, они с разных углов на эту проблему смотрят, и везде видно, что команда превращается в довольно неприятное и довольно деструктивную, принимает довольно деструктивные формы. То есть тот менеджмент, те иерархии, которые в этой команде появляются, и те правила взаимодействия между этими особями, нами, людьми, они становятся такими неинтересными, что A-плееры уйдут точно. Они даже ждать не будут, пока это произойдет. То есть вы в итоге останетесь вообще, в итоге команды остаются с B, C-плеерами, если такое происходит. Если менеджмент чуть сильнее, если менеджмент способен все-таки какие-то правила в этой команде входить, тогда A-плееры как-то удерживаются, у них есть какие-то шансы остаться. Но в основном эти правила неизвестны, в основном посмотрите посмотрите на те команды, в которых вы работаете. Я знаю команды, в которых я работал и работаю. В большинстве случаев правил нет, или правил практически нет, или они уже нечеткие. И, естественно, A-плееры удерживаются только деньгами. Для того, чтобы нам удерживать лучших игроков, нам приходится им просто переплачивать. Мы переплачиваем, и переплачиваем, и переплачиваем. Этого всего можно избежать, если бы менеджмент был сильнее, если бы менеджмент был способен построить правила работы. Я написал год назад статью на блоге на своем, вот это линк на нее. И там все это перечислено. Я сейчас просто повторился, прошелся по тем же пунктам, которые в этой статье были указаны еще год назад. Если кому-то интересно, возьмите линк, почитайте. Ну и вот такой краткий summary, то, о чем я рассказал. Я, в общем-то, все. Если есть вопросы. Здравствуйте, спасибо за доклад. Неожиданно для этой конференции, честно могу сказать. Да, у меня комментарий по второму пункту по скрываемым рискам. У нас был такой опыт в нашей компании печальный. Мы начали рассказывать нашим программистам о наших взаимоотношениях с заказчиками. Я не знаю ни одного заказчика, с которым бы эти взаимоотношения были такие, напоминали бег по ромашковому полю. Обычно там куча проблем, куча взаимных претензий, но, скажем так, менеджмент умеет договариваться и решать эти проблемы. При этом, когда программисты начинают узнавать о том, что там есть проблемы, у них сбивается фокус. Они вместо того, чтобы сосредоточиться на своих задачах, начинают думать о том, а не схлопнется ли завтра этот проект, а не останусь ли я без работы, а у меня ипотека висит. И наш проект, в смысле наш эксперимент в этом закончился тем, что от нас ушло 2/3 команды разработки. Это был, начался кризис, и на фоне вот этой всеобщей, скажем так, истерии, которая творилась в нашей стране, ребята просто ушли в другие компании, которые говорили: нет, знаете, у нас все хорошо, в отличие от той компании вашей, где там проблемы с заказчиками, у нас все отлично, у нас ромашковое поле, вы пишете код, у вас будет зарплата и так далее. Свое оправдание можно сказать, что мы ни разу не задержали зарплату за это время, то есть мы все проблемы решили, но большой кусок команды мы потеряли. Мы его позже восстановили, естественно, но это было очень печально и очень болезненно. Ну, я понимаю ситуацию, но отвечу, наверное, так. Вы будете хорошо, что ушли. Это как брать, знаете, можно изменять жене много лет и не говорить ей, а можно рассказать: ну да, она может уйти, но какие отношения нам интереснее, какие нам здоровее, прятать от них эту информацию и держать этот союз, этот брак с ними, просто для того, чтобы его удержать, или, может быть, все-таки рассказать, и ушли, у нас схлопнулся проект, но, может быть, черт с ним, жизнь-то не кончилась, может быть, мы тогда, что-то у нас изменилось, и мы стали другими, ну, в том плане, что они же не погибли, они же не утонули, они же не умерли, они остались на рынке. Рынок, в принципе, в общем-то, от этого выиграл, от потери вашего проекта. Может, проект действительно был не нужен? Ну, давайте мыслить пошире, да, давайте философски. У нас продуктовая компания, мы-то проект не потеряли, мы выполнили все свои обязательства, то есть все было нормально. Тут даже была сама проблема не в том, что люди ушли, а в том, что они реально занимались не тем, чем должны. Они обсуждали, как это вот наши заказчики
Ну, это как с женой, да. Она, конечно, будет говорить об этой измене долго. Если с ней не заниматься тем, что нужно с ней заниматься. То есть также и здесь. Может, менеджмент просто был недостаточно сфокусирован на конкретных задачах, и он дал им возможность. То есть не ставил им четкие задачи, не требовал их четкого выполнения, не организовал это поощрение, наказание. Они были в расслабленном состоянии до этого. Потом вдруг на них свалилась информация о том, что, ребята, нас, скорее всего, всех уволят. Конечно, у них умы стали заняты интересной информацией, о чем поговорить. Они стали об этом говорить. Задачи им все равно никто не ставит, а здесь интересная информация. Они сидят ее обсуждают. Почему нет? Я тоже пообсуждал. То есть надо их занимать задачами, надо, чтобы менеджмент ими занимался. Если менеджмент не занимается, то там менеджмент сообщал, вы знаете, через 3 месяца есть вероятность, что нас всех уволят. Поняли? Поняли. Теперь заработали. Вот за это. Ну, конечно, кто-то уйдет, у кого-то, скорее всего, уйдет первый C-плеер, понимающий, что увольнять, скорее всего, будет с конца. Ушли А, да? Или А, ну тоже вариант, он понимает, что если уволят А, то надо подумать, может быть, им там лучше куда-то пошли. Давайте, о них тоже надо. Там ромашковая коля. То есть там, наверное, та самая ситуация, где изменяют, да, но не говорят. Да. Давайте кнопку. Да, я слышу. Работает говорят. Да. Спасибо за доклад. Интересный взгляд на менеджмент. Собственно, интересный такой вопрос, вернее, случай в своей практике. Скажи, пожалуйста, свой самый большой вин, используя свою систему мотивации персонала, и самый большой фейл. Поделись. Ну, хороший вопрос, да, я так на скидку, давайте я попробую. Наверное, из успехов я могу сказать, что... Во-первых, я могу сказать, что я совершал все эти ошибки, когда был чуть помоложе. То есть я все вот, которые я перечислил, все 7 пунктов, я все это делал. И смузи я покупал, и теннисный стол у нас был. Я не сказал о себе, в 2 словах могу сказать, я уже больше 25 лет занимаюсь разработкой софта. Я и программистом был и есть, я и менеджером был и есть, я и владельцем компании был и есть. То есть у меня было когда-то 120 человек в подчинении программистов, было и 100 человек удаленных программистов в управлении. И я еще и сам тоже пишу на Java и работал по контракту в нескольких компаниях, в основном в Америке и в Европе. То есть я обе стороны знаю. Поэтому и все вот эти пункты, которые я сказал, все эти 7 ошибок, я их благополучно допускал, но только лет 10 назад. Поэтому из успехов своих я могу сказать, что вот, осознав эти все недостатки, сейчас я действую по-другому, и со мной работают сейчас люди, как я вижу, со мной работают люди сильно мотивированные на работу. Я вижу просто по их отзывам. То есть мои программисты, которые не мне пишут, а пишут где-то о том, как они работают со мной, эти отзывы очень положительные. Я считаю это как вин. При том, что зачастую они получают меньше денег, чем, ну, в смысле, я не деньгами их покупаю. Вот так. Результата не было, вина не было, получается. Ну, а что такое вин? В деньгах, причем результат. Ну, результат, что это результат? Ну, мотивация команды до роста ее производительности. Ну, а как мы можем мерить мотивацию? Я же говорю, вот мотивация. Я читаю, например, что пишет этот человек о работе в моей команде. Кому-то рассказывает, там, ну, где-то, допустим, на блоге, где-то на форуме, и пишет, вот, ребята, идите поработайте там все прекрасно. Ну, я это считаю как высокую, как будто я понимаю, что у него мотивация высока, работа здесь. То есть он, конечно, мне такого, я не знаю, как еще можно померить мотивацию. То есть, в смысле, как ее в цифры переложить. А насчет фейлов, применение такого подхода, я могу сказать, ну это не фейл, наверное, но я могу сказать точно, что если действовать вот так, как я описал, то вы быстро будете терять C-плеер, прям вот мгновенно. Вы будете быстро терять людей, которые вот не хотят работать или неинтересно, или у них какие-то чуть-чуть другие мотивации. То есть система с таким объективным подходом, назовем его так, объективным подходом, она быстро выявляет недееспособные элементы. Хорошо это или плохо? Вопрос. Вот то есть, может быть, это будет не совсем хорошо иногда, если нам нужно просто удержать команду на стульях на своих и продержаться еще 3 месяца. Вот пишите этот код, пожалуйста, никуда не уходите. Тогда, наверное, нужно действительно теннисные столы, смузи, и вот пускай они хоть его допишут, хоть мытьем, хоть как-то, хоть как-то. Но если у нас нет такой задачи, хоть как-то, то тогда вот это свобода. А если нам нужно хоть как-то, то да, действительно, не стоит так. Здравствуйте, Егор. Да, спасибо вам за ваши труды. Ничто из них не оставляет равнодушным, будь то подкаст или любое публичное выступление. Вопрос мой вот в чем. Значит, сотрудники, да? Как вот в этих четких рамках, в этих четких постановках быть творчески раскованным, как-то реализовываться, самоутверждаться, где здесь в open source участие, вот ребята до обеда из Додо рассказывали о том, что важно
внимание уделять, или вы считаете, что это не важно? Хороший вопрос, да. Ну, я, во-первых, считаю, что это очень важно. Я считаю, что... Я вообще считаю, что можно отойти немножко от того, что я сказал. Я, в принципе, считаю, что A-player, игрок высокого уровня, он всегда играет за себя. Ему, по большому счету, должно быть наплевать на эту команду, там, на этот проект, на все вот эти вот ваши смузи, столы. Он всегда играет за себя. Ему интересно то, что он делает. Ему интересна самореализация, ему интересно свои проекты, там, open source, еще где-то. Ему интересна своя карьера, ему интересен свой рост. И в этот момент у него есть сейчас на каком-то промежутке времени площадка, где он может это дело получить, где он может проявиться, где он может получить дополнительный опыт, где он может получить деньги, которые ему нужны для существования, где он может как-то временно поддержать свой рост. И эта площадка будет ваша команда, ну, проект, который вы ему даете. Если у вас будет такое отношение к игрокам, то это будет, вы будете иметь дело с A-плеером. То есть не ожидайте от них вот этого вот, тоже, наверное, распространенный термин, вовлеченности. Вовлеченность говорит о том, что вы имеете дело с B-игроками. Никакой вовлеченности быть не должно. Они должны каждый играть за себя. И вы должны с этими индивидуальными, с этими индивидуумами, с этими агрессивными как это сказать, эгоистичными, да, с этими агрессивными и эгоистичными участниками процесса, вы должны быть достаточно сильным менеджером, чтобы организовать их и пойти в единое направление. Я могу привести такой пример. Вот обсуждали на какой-то конференции, пример такой. Представьте себе, что вы, военная операция какая-то. И у вас есть два варианта, две команды, какую взять. Одна команда это наемники, там, 3 наемника, которые воюют последние 20 лет. Они кроме войны ничего не знают. Они вооружены, они злые, они опытные, они все умеют. Либо 20 человек новобранцев. Их только что призвали, им по 18 лет, они только одели военную форму. Они будут делать все, что вы скажете, они просто вас боятся. Вот кем вам будет легче управлять? С какой из команд вы достигнете успеха? Еще одна команда? Нет. С кем достигнете успеха или кем легче управлять? Ну, вот именно, правильный вопрос. С кем вы достигнете успеха или кем легче управлять? Именно об этом идет речь. Кто вы вопрос? Если вы сильный project manager, если вы умеете управлять, возьмете этих 3 ребят, и, конечно, вам будет интереснее идти вперед. С вами не B-плееры, которые просто пришли, потому что их призвали. Их кормят, кормят, будем копать. Могу копать, могу не копать. Вот у него такая у него жизненная позиция. А эти 3, они, если вы будете слабым менеджером, они вас застрелят. Это проще, чем идти вперед наступать. Они убьют этого командира, разберут там эти все деньги, поделят и разойдутся. Все просто. Они достаточно для этого сильны. Так вот, если вы себя считаете strong менеджером, если вы себя считаете профессионалом в менеджменте, вы должны играть с этими людьми. Вы должны играть с людьми, которые профессионалы. А профессионалам наплевать на вашу, они не вовлечены ни во что. Они знают, где операция начнется и где операция закончится. У них свои семьи, свои мысли, своя мечта, своя стратегия. Не надо их вовлекать. Вовлеченность — это термин, используемый слабым менеджером. Им нужно вовлечь всех в команду, и тогда эта команда как бы сама пойдет вперед. Сильный менеджер не такой. Сильный менеджер, он знает, как управлять сильными участниками команды. Поэтому я отвечаю на вопрос. Я считаю, что мне интереснее с такими. Мне интересно с такими, я считаю, что они должны быть, у них должно быть место и для креатива, и для саморазвития, и для своих open source разработок, и для всего того, чего они хотят как личность. Но я должен быть, я понимаю, что на мне лежит огромный груз, не то что ответственность, но огромная задача по тому, как правильно их организовать, как сделать так, чтобы они могли идти вперед по моим задачам, работать на меня, в смысле, на project manager, на проект, на меня лично, на проект. Ну вот так, наверное, это мой ответ. Да. Вы говорили, что плохой менеджер платит своим сотрудникам не столько, сколько он стоит, а переплачивает и так далее. Как вы советуете поступать, как определить, сколько нужно платить сотруднику, когда ему нужно повышать, и какие методики, и ориентируетесь ли вы при этом на рынок, который есть, да, то есть Да, хороший вопрос, такой, у нас времени маловато, да, 5 минут. Вопрос хороший. У меня были выступления на эту тему, кстати, на 3 конференциях в следующие 2 месяца. Посмотрите на мой блог, там указано. Называется, мой доклад называется How much do you cost? Сколько ты стоишь? Это вопрос, который на самом деле трудно разрешимый. Менеджмент действительно не знает в большинстве случаев, как ответить на вопрос, сколько же стоит сотрудник и какую сумму, во что его оценить. На мой взгляд, так если кратко за пару минут, то я считаю, что оценкой сотрудника, оценкой
Оценкой человека должен заниматься рынок, а не я. Вот так. То есть есть большой рынок, мы не в вакууме находимся. Есть большой рынок, на котором, но рынок не в том смысле, что его должны оценивать другие компании, а рынок, на котором он себя показывает. То есть мы вот, когда к нам приходят сотрудники, мы оцениваем так. Мы считаем, обращаем внимание на его достижения на рынке программного обеспечения. Какие у него open source продукты есть, какие он сертификаты получил, на каких он софтверных конференциях выступил, в каких он митапах участвовал, в каких он каких-нибудь там Java User Group принимает участие, где его достижения оценены другими программистами. Не такими же, как, допустим, мы, людьми там, с деньгами, а другими программистами. То есть кто он в плане, ну, на территории других таких же, как он. И, то есть это для нас это самая важная оценка. Мы обращаем на это внимание. А дальше мы, глядя на эти показатели, мы даем какую-то свою цифру, которая у нас там варьируется вот, там, ну, в плане почасово, поэтому у нас там от $15 в час до там, 150 и $200 в час. И это один и тот же человек, это такой же физлицо, это такой же там, мужчина или женщина какого-то возраста, они не отличаются там размерами в 2 раза, это такие же люди. Но почему-то у одного $15 зарплата, а у кого-то 150, в 10 раз. Это не потому, что он так хочет, не потому, что он живет, многие там приходят и говорят, я живу в Сан-Франциско, поэтому у меня $150. А по качеству он такой же, как индийский программист за 15. То есть для нас это никакой роли не играет, мы не оцениваем людям по территориальной принадлежности. Мы смотрим на объективные показатели. В Сан-Франциско ты живешь, или ты в Мумбаи живешь. Давайте посмотрим на то, какой ты технический специалист. И тебя должны оценить рынок. Вот так мы делаем. Рынок оценивает, мы смотрим на эти объективные показатели и выставляем свою оценку. Если человек не согласен, мы говорим сюда. То есть мы настолько, у нас настолько, как мне кажется, настолько мы способны, настолько у нас не жесткий, словно правильно, но четкий и прозрачный подход к оценке, что мы всегда имеем возможность сказать «до свидания». Мы говорим, ну нет, так нет, он хочет $50, а мы говорим 35. Он говорит, нет, 45, а мы говорим 35, до свидания. И много людей, часть людей уходит, но много людей остается, и мы на этой цифре держимся. Но, что интересно, мы не скрываем эту цифру и от других сотрудников. Когда к нам приходят люди на работу, то всех наших программистов интервьюируют другие программисты. И цену обсуждают они же. То есть цену, сколько платить новому сотруднику, принимает решение другой сотрудник. Настолько прозрачно. Это не я принимаю решение. Ко мне, когда приходит резюме сначала, потом происходит интервью. И на этом интервью обсуждаются вопросы. Покажи мне, что ты умеешь, сколько денег ты хочешь, да, нет. Принимается решение, и ко мне попадает этот документ, если там да. Если там да, там написано $35 за этого человека, он такой-то, такой-то, такой-то хороший. Это принял решение человек, который может 30 получать в этот момент. Он говорит, да, 35 это он стоит того. Я на это смотрю и говорю, да, окей, мы опробуем. То есть мы не скрываем эти цифры. То есть у вас каждый знает друг другу зарплату? Он не знает, но таким образом он знает. Да. Мы понимаем уровень, да. То есть тут, допустим, ты сейчас программист, и ты приходится интервьюировать другого программиста. Ты поймешь, что он по такой же, как у тебя квалификации, хочет 50, но мы ему отказываем. Ты все понимаешь. Вот и все. То есть это сокрытие цифр, это, на мой взгляд, как я уже сказал, это закрытые двери у нас нет. Да, это последний пункт. То есть закрытые двери, это признак плохого менеджмента, мы себе стараемся сделать менеджмент сильный. Хороший равняется сильный. А сильный это открытые двери. Все? Последний пункт, да. Спасибо за ваше выступление. Вы, по-моему, озвучили многие вещи, о которых многие думают, но боятся сказать вслух. Но поскольку мы все-таки на Agile конференции, хотелось бы спросить, а как же быть-то? Ну, то есть, первое впечатление от услышанного, типа, ребята, не делайте Agile. Да, вот у вас есть сильный менеджер, он всем поставит задачи, и если он не дурак и знает свое дело, у вас все будет хорошо. Какой правильный ответ? Не делать Agile вовсе или сделать Agile для B, а EA пусть отдельно как-то трудятся и им ставить личные цели? Ну, то есть, основной вопрос, наверное, про коллективную ответственность. Коллективная ответственность и личный рост вот этих вот людей A и B. Как это можно совместить с Agile? Ну, да, я на одной конференции, я о чем-то подобном рассказывал, меня задали вопрос чуть по-другому, они спросили, как меня пустили на конференцию. Поэтому я ждал, что вы спросите, что это такое. Я думаю, что я на самом деле не нахожу больших противоречий между тем, что мы делаем и Agile. Я единственное, в чем не согласен с Agile категорически, это коллективная ответственность. Но я посмотрел Agile манифеста внимательно очень, пару месяцев назад, и там нет такого. В Agile манифесте не сказано ничего про коллективную или индивидуальную ответственность. Поэтому у меня есть подозрение, что эту идею притащили в Agile эти коучи, которые поняли,
что agile, скорее всего, равняется хаос. Agile и хаос, например, одно и то же. А раз хаос, то попроще, конечно, надо учить. Менеджером стать в agile проще. Стать традиционным менеджером тяжелее. Нужно там PMP сертификат какой-то иметь, нужно какие-то там книги прочитать, чуть поумнее, чем там, как стать там, значит, за 24 часа. Да, нужно что-то другое, да. Кроме там биографии Билла и Стива Джобса, нужно какие-то еще книги. Поэтому, да, я завершу. Поэтому я думаю, что к agile прилепили большое количество всего того, что поможет этим слабым, не то что слабым, просто не менеджерам. Просто людям, которые попали в agile, их назвали менеджером. Вот этим людям с большим сердцем, но маленькими знаниями, им должны помочь, им что-то нужно помочь. И поэтому им дали эти инструменты в виде там смузи, эмпатии, групповой ответственности и так далее, целый список. Если это все убрать, эту всю шелуху и оставить agile манифест, то я подпишусь под каждым его пунктом. Ну, то есть ваш рецепт оставить agile как agile, только задачи ставит менеджер со всеми вытекающими. Да. Правильно? Мой рецепт такой: agile это не хаос, agile это такой же менеджмент со своими планами, скоупом, костом, таймом, со всеми классическими инструментами менеджмента. Просто он не waterfall, просто он, на самом деле waterfall, просто он не waterfall, да, вот и все. Но это не значит, что он отметает все традиционные принципы менеджмента. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо, мы продолжаем в 4 часа. Сейчас я топ сделаю.